Ирина убирала, мыла, стирала. Иван говорил, что нужно вызвать клининг, но Ирина все же сама решила навести порядок, так надежнее. Дело касалось квартиры, которая досталась по наследству Ивану от отца. Он давно ушел от них, когда Ваня был еще малышом, а мама его, Валентина Петровна, одна тянула сына, учила, потом в армию провожала, женила. Замуж Валентина Петровна так больше не вышла. Отец в жизни Ивана никак не участвовал. На алименты гордая Валентина Петровна не подавала, сама тянула Ваню. И вот пришло извещение, что является Иван счастливым обладателем двухкомнатной квартиры. Отец завещание на него оставил. Квартира эта была бабушки Ивана. Ее рано не стало. Иван и не знал бабушку, равно как и отца. Посоветовавшись с Ириной, Иван предложил квартиру маме, но Валентина Петровна удивленно посмотрела на них и покрутила у виска. «Мне для чего?» – спросила она удивленно. «Ну как, можно сдавать». «Знаете что? У вас 2 детей. Вот-вот вылетят из гнезда, так сказать. Вы что выдумали, а? Делайте ремонт, продавайте, сдавайте. Что хотите, то и делайте». Таков был ответ Валентины Петровны. «Ты, сынок, ничего от отца не видел. Так вот, хоть сейчас». Таким образом супруги Зайцевы стали обладателями лишней жилплощади. Ну, не лишней, конечно. Ирина все порывалась навести порядок, да начать сдавать квартиру. А Иван все тянул. То говорил, что нужно клининг вызвать, то времени нет, то еще что. Женщине было неудобно настаивать, но свекровь в очередной раз, спросив, навели ли порядок, сказала Ирине, что она не тетка с улицы, а жена законная. «Бери ключи и иди делай там все по-своему, а то у Вани так все и простоит. Что это еще? Копейка не лишняя, не надо у него ничего спрашивать. Я еще поговорю с ним, что это такое». Так Ирина, взяв на работе отгул, закупившись разными средствами, прихватив перчаток 3 пары резиновых, поехала наводить порядок. Иван на 3 дня уехал в командировку в соседний город. Замок открылся легко. Ирина ожидала услышать спертый запах, как обычно бывает, когда помещение долго не проветривается. На удивление запах был, но не сильный. На кухне пахло дымом от сигарет. «Свекор курил, что ли?» – промелькнула мысль у Ирины. Бутылки из-под шампанского, в пепельнице окурки. «Вот так номер», – подумала Ирина. «Ну ладно, сейчас оценит, что здесь нужно сделать». Ирина решила как раз начать с кухни. Но, как обычно бывает, параллельно замочила ванну, унитаз, в прихожей начала отмывать зеркало. Через несколько часов кухня, ванная комната и туалет блестели. «Надо обои переклеивать», – думает устала Ирина, сидя на диване в большой комнате. До комнат она решила добраться попозже, на следующих выходных. Нужно будет разобрать архив, подумать, куда пристроить старые фотографии. Для этого нужно Ивана звать. «Вот удивится-то», – думает Ирина, – «когда увидит, какую она красоту уже навела на кухне». Ирина пошла на кухню, чтобы еще раз посмотреть на свою работу. Все сияет. Завтра она шторы новые повесит, и будет красота. Ирина выходила из кухни, когда в дверях что-то щелкнуло, открылась входная дверь, и на пороге появилась сияющая, сильно надушенная, улыбающаяся дама. «Ой», — сказала Ирина. «Ой», — ответила ей дама. Они обе уставились друг на друга. «А вы что здесь делаете?» – спросила дама. «А вы?» – вопросом на вопрос ответила Ирина. Я пришла домой. А я здесь мою», – не нашла, что сказать Ирина. «А, вы из клининга?» «Ага», – сказала Ирина, рассматривая нежданную гостью. «Фух,
Ваня говорил, что нужно здесь порядок навести. Ого, а вы, простите, хозяйка? Ну, да, можно и так сказать. Я переезжаю на днях, а пока пришла вот сюрприз сделать. Романтик, так сказать. Заулыбалась женщина. О, тогда вы мне и заплатите. А то хозяин так торопился, что забыл заплатить. Он думал, что я дольше буду тут убираться. Сказал, вечером рассчитается. А зачем я буду ждать его? Вам, наверное, хочется одним побыть. Ну да, но я не знаю. Да что там не знать? Вы же одна семья. А сколько? 10 тысяч. Не моргнув глазом, сказала Ирина. А, кстати, чем вы, простите за нескромный вопрос, кормить мужчину своего собираетесь? Я? Дама покраснела. И Ирина поняла, что готовка не самая сильная ее сторона. Ну, пельмени. Пельмени? Вы ради этого пораньше пришли? Чтобы сварить на романтический ужин пельмени? Когда он придет с работы? В 7. Так, у нас есть время. Я как раз на рынок заехала. Хотела дома щи сварить. Да ладно, вам продам. Что продадите? Простите. Так, что тут у меня? Ага, вот. Как раз все для щей есть. Но я не знаю, как-то это... Но Ирина уже не слышала, она с воодушевлением принялась варить щи. Так, хозяюшка, с вас еще 2000. Каких 2000? Бумажных. Можно и на карту перевести. Не боись, хозяюшка. Твой поест моих щей и сразу на тебе женится. Поверь мне. Ирина держалась. Ох, как держалась. Хотя внутри все клокотало. Сначала она хотела устроить скандал, вырвать не свои волосы этой престарелой нимфе, а потом она варила щи, так как может варить только она, больше никто. Ирина попрощалась опустошенная, спустилась вниз, села в машину и заплакала. Она приехала домой, поднялась в квартиру. Дети сидели по своим комнатам. Зазвонил телефон. Ваня. Она смотрела равнодушно на дребезжащий и прыгающий телефон. Перестал звонить. Опять начал. Прекратил. «Мама!» Из комнаты выглянул недовольный сын. «Чё ты трубку не берешь? Там отец названивает. Переживает, что случилось с тобой». «Алло, Ириша, ты что трубку не берешь?» Я, Вань, не слышала». Поговорили ни о чем. Дежурная целую и отключился. Работы много, сказал. Позвонит только завтра. Ирина не знала, что делать, не знала, как себя вести. Никогда ее Иван не позволил усомниться в себе и своей верности. Никогда. Еще так пошло. Фу. Как себя вести в этой ситуации, Ирина не знала. За что он так с ней? Ну да, не красавица. Смотрит на себя в зеркало. Но и не уродина. Когда это случилось? Когда они стали чужими друг другу? Покормив детей, стараясь держаться и не плакать, Ирина ушла в комнату и легла на кровать. Он приехал утром. «Ваня, ты же в командировке». «Представляешь, я быстро все сделал и вернулся раньше на целые сутки, поэтому вчера и отключился побыстрее. Торопился на поезд, сюрприз хотел сделать. Ты что, не рада?» «Рада, Вань, рада. Есть будешь?» «Ага. А щи есть?» «Щи?» «Ну да, щи». Ничего не понимая, ответил он. «А ты что, не ел?» «Что не ел?» Этот разговор еще больше вводил его в тупик. «Щей!» «Каких, Ирин?» Чуть ли уже не крича спросил он. «Не ел, значит?» Многозначительно ответила и о чем-то задумалась. «Ириша, а что происходит?» «А ничего, Вань. Вот, на».
Ирина выложила на стол деньги. «Это что, Ириша?» «Это, Ваня, деньги». «Я вижу. А что это за деньги, Ириша?» «Я с твоей любовницы за уборку и за щи взяла. Нечестно нажитое, так сказать. Забирай, Ваня». «Ира, с какой любовницы? За какую уборку? Что ты такое говоришь? Ирина, что происходит?» Он уже кричал, никого не стесняясь. «Я все знаю, Вань, я все знаю. Я была там». «Да где?» «В квартире твоего отца». И тут он все понял. «Ирина, боже мой, Господи, Ирочка, я... Прости, я дурак, но я не подлец, Ирина, я не подлец, я никогда. Да как ты могла подумать, Ириша?» «Не подлец, говоришь? А кто же, Вань?» «Ириша, я все объясню. Понимаешь, мой коллега Васильев Петр Николаевич, он оставил жене все. И вот они с Людочкой, они по квартирам, понимаешь? А у нас стоит квартира, и я подумал... Людочка, она у нас на кафедре. Ты не подумай, они оплатят. Они вот, у них серьезно, Ириша. Это не разврат». «Ваня, Вань, я ведь ее побить хотела. Я деньги с нее взяла. Ваня, ой, стыдоба какая. Вань». Конечно, они разобрались. Коллега Ивана нашел квартиру, а Людочка всю жизнь прожила с мамой, ничего не умеет делать. А Петр Николаевич, ему так понравились щи. Людочка сказала, что это она варила, и Петя просит еще. Пришлось Ирине учить Людочку варить щи, и не только. «Осуждаете меня?» «Нет», — качает головой Ирина. «Не имею права. Знаете, мы долго сопротивлялись чувству. Я хотела уехать. Далеко-далеко. Он меня вернул. Он такой... Мне неудобно перед его женой. Детей у них нет. Они много лет вместе прожили. Знаете, у нас будет ребенок». «Серьезно? Вы не оправдываетесь. Зачем? Живите, как знаете. Меня простите за концерт. Я ведь думала, что Ваня мой...» И женщины начали смеяться. Конечно, Ирина успокоилась, но руку, как говорится, на пульсе держит. И даже подружилась с Людмилой, учит ее кулинарным и житейским премудростям, когда та спрашивает. А Иван? Что Иван? Он щи Иринкиной любит, да и саму Ирину тоже. И менять ее ни на кого не собирается. Но ей об этом знать не обязательно. Вон она какая, вся из себя сразу стала. Прическа, маникюр, макияж. Пусть будет. Ваня ее всяко любит, а так еще больше и гордится ей. Надо же, приревновала. С любовью думает Иван. Значит, любит меня. Эх, моя Иришка, самая лучшая жена на свете. Что-то эта Нина Сергеевна глазки мне строит. Недавно с мужем разошлась, говорят. Зачем она мне? У меня Иришка есть. Моя. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.